Привет, Арми. Как дела? Надеюсь, у вас все хорошо. Поддержите этот канал, ставя лайки, оставляя комментарии и подписываясь, чтобы с большим энтузиазмом делиться интересными новостями о К-поп. Шокирующий Чингук, как сообщается, летящий в международный аэропорт Бельгии, становится центром внимания армии. Привет, армия. Привет, мечтатели К-поп, меломаны и все, кого когда-либо тронула. История BTS. Сегодня мы погрузимся в заголовок, который взорвал интернет. История, которая распространилась как лесной пожар по всем континентам. Джункук, золотой красавец BTS, был замечен в международном аэропорту. Но не только его присутствие вызвало хаос. Что потрясло мир еще больше, так это предположение, что его пунктом назначения была не что иное, как Бельгия. Аэропорт превращается в сцену. Аэропорты часто являются местами рутины, люди спешат с багажом. Семьи прощаются, а путешественники просматривают табло вылета. Но в этот день ритм аэропорта изменился. Воздух изменился, среди прохожих поползли шепотки, и внезапно обыденное превратилось в необычное. VIP-двери открылись, и там был он, Чингук. Несмотря на сдержанный наряд, свободная черная куртка, темные джинсы. Низко надвинутая кепка и маска, скрывающая большую часть лица, аура, которую он излучал, была неоспорима. Камеры щелкали одна за другой. Фанаты тихо кричали, некоторые недоверчиво ахали. Незнакомцы, которые понятия не имели, что происходит, замерли на своих местах, завороженные внезапным переполохом. Это был уже не просто аэропорт. На эти короткие минуты он стал сценой. И Джанкук, как всегда, владел ею, не говоря ни слова. Вирусные моменты. Телефоны взлетели высоко в воздух. Каждый ракурс имел значение. Каждая секунда могла войти в историю. На одном видео Джанкук вежливо кланяется персоналу, прежде чем направиться к своему выходу на посадку. На другом запечатлен взмах руки, совсем небольшой взмах. Но этого было достаточно, чтобы заставить фанатов расплакаться. Другой счастливчик увидел посадочный талон, на котором едва различимо было слово «Брюссель». Этого единственного кадра хватило, чтобы разжечь глобальную бурю теорий. В течение нескольких минут TikTok был заполонен клипами. Твиттер стал полем битвы домыслов. Истории в Instagram вспыхнули, как фейерверк. Речь больше не шла об одном наблюдении. Речь шла о том, что весь мир стал свидетелем следующей главы. Таинственного путешествия Джункука. Почему Бельгия? Вопрос без ответа. И вот возник вопрос на миллион. Почему Бельгия? Для айдолов Европа часто означает Париж, Милан или Лондон. Но Бельгия — страна, больше известная своей дипломатией, средневековыми городами, искусством, шоколадом и вафлями. Спекуляции множились. Связь с миром моды. Некоторые считали, что Джункук направляется в Брюссель на эксклюзивное модное мероприятие высокого уровня. Будучи мировым послом нескольких брендов, его присутствие на таких мероприятиях не было бы удивительным. Бельгия, хотя и тише Парижа или Милана. Все еще остается скрытой жемчужиной в авангардных модных кругах. Музыкальное сотрудничество другие рассматривали. Возможное сотрудничество с европейскими музыкантами или продюсерами. В Бельгии яркая электронная и инди-музыка. А что, если Чингук тайно работал над смешиванием К-поп с европейскими звуковыми ландшафтами? Дипломатическое или культурное мероприятие? Более смелая теория предполагала, что Джункук может быть
Вовлечен в инициативу культурной дипломатии. В конце концов, Брюссель — бьющееся сердце Европейского Союза. Может ли Чингук быть чем-то большим, чем просто художник? Возможно, культурным мостом между Азией и Европой. Личным побегом. А самая простая теория из всех, что Чингук просто хотел отдохнуть. Личным побегом. Временем вдали от вспышек фотокамер, поиском вдохновения на мощенных улицах, исторических соборах и тихих кафе Бельги. Глобальный ажиотаж в интернете. По мере того, как росли слухи, интернет бурлил. Хэштеги вроде «Хиш Джон Кук ин Белгум» и «Решетка Галдерн Маркентреверлс» сразу же стали хитами. По всему миру. Один фанат написал, если он действительно едет в Бельгию, то должно произойти что-то грандиозное. Другой добавил, этот человек может превратить поездку в аэропорт в мировую новость. В этом сила Чингука. Тем временем бельгийские фанаты, которые никогда не ожидали, что BTS появится в их маленькой стране, начали организовываться онлайн. Некоторые договорились встретиться в аэропорту Брюсселя. Другие начали составлять списки знаковых бельгийских мест, которые Джункук мог бы посетить. Гранд Плас, Автотомиум или, может быть, уютное кафе у каналов Брюгге. СМИ присоединяются к поиску. Корейские СМИ суетливо искали подтверждения. Репортеры звонили в HYBE, но официального заявления не последовало. Молчание агентства лишь усилило. Масло в огонь подлили европейские новостные порталы, заголовки которых пестрели заголовками. Чингук из BTS спровоцировал таинственную поездку в Брюссель. От Сеула до Бельгии, что задумал Джонкук? Даже ведущие издания, редко освещавшие, о чем это говорит? Это говорит нам о том, что Джункук стал чем-то гораздо большим, чем просто айдолом на сцене. Он больше не просто певец, танцор или артист под светом софитов. Он стал культурной силой. Явлением, пересекающим границы. Языки и поколения, символом стойкости, мастерства, вечной молодости. Воплощением нескончаемых мечтаний. Завершение тайны, которая продолжает существовать. В конце концов, остается одна истина. Мы точно не знаем, зачем Джункук едет в Бельгию. Возможно, это мода. Неожиданное появление на мероприятии, которое может потрясти всю индустрию. Возможно, это музыка, секретная запись, сотрудничество с артистами мирового уровня, которого никто не ожидал. Возможно, это что-то более глубокое, скрытая миссия, личное путешествие. Шаг в новую главу, которую мы пока не можем себе представить. Или, возможно, это просто Чингук, который возвращает себе момент. Вдали от бесконечного шума славы. Вдали от вспышек камер, находя утешение на тихих улицах, где он может быть просто Джоном Чингуком, человеком, стоящим за легендой. Но вот в чем удивительная правда. Чингук достиг места, где даже тишина говорит о многом. Где его необъявленные шаги превращаются в сенсационные новости. Где один единственный полет может разжечь мировые спекуляции. Где даже тайна становится магией. Потому что Чингук не просто исполнитель, за которым можно наблюдать. Он — история, которую проживают, история, которая все еще разворачивается на наших глазах. Он — тайна, за которой мир никогда не устает гоняться. Он — мечтатель, чье путешествие становится зеркалом для миллионов, напоминающим нам верить в свой собственный путь, каким бы неопределенным он ни казался. Итак, Арми, вопрос остается открытым. Является ли путешествие Чингука в Бельгию началом чего-то грандиозного? Новый глобальный проект, новаторское сотрудничество или, может быть, событие, которое
Снова поместить его в центр внимания всего мира? Или это один из тех редких, хрупких моментов, когда Чингук просто выбирает жить для себя вдали от ожиданий? Вдали от софитов, принимая свободу в ее чистейшей форме? Каким бы ни был ответ, ясно одно. Каждое настроение Чингука, каждое молчание, которое он хранит, каждая тайна, которую он оставляет после себя, становится главой в истории. Итак, Арми, что вы думаете? Поделитесь своими мыслями, надеждами и теориями в комментариях ниже. И, как всегда, не забудьте подписаться на обновления о Чингуке и BTS. Потому что здесь, в этом пространстве, мы не просто сообщаем новости, мы проживаем путешествие. Каждый слух становится историей. Каждая история